Так, народ, доброе утро. Сегодня четверг. Продолжаем мое путешествие рыбацкое и просто путешествие по Аргентине. Значит, сейчас полдевятого, в 9 я должен встретиться на заправке на выезде из городка с моим, как говорят, этим самым другом, с Иваном, которым мы путешествуем. Вот так, я уже выселился с домика. Вот тут есть бассейник. Тепло, но немножко тучи наступают, но тепло. Видели я в маечке, все, вон убирают, вон оставилась моя кабаня, вот это куда-то едет кататься, больше тут никого нет. И едем мы в сторону провинции Корриентес. Это провинция Энтре-Риос. Сейчас посмотрим, что получится в провинции Корриентес. Вчера мы тут порыбачили хорошо, но рыбу оставили здесь, потому что в этом месте, именно в этом, не всей провинции, а в этом месте, веда тоталь, то есть запрет полный на то, чтобы брать рыбу. Если взял, тихонько там где-то здесь сел и все. Но если ты будешь вести, тебя полиция остановит, то тебя заберут все снасти и еще выпишут дикий штраф, который ты больше не захочешь никогда рыбачить вообще. Так что так, мы насладились, наснимались и теперь едем провинцию Корриентес. Так что сегодняшний день будет день путешествия. Я по этой дороге еще не ездил, в этом городке, куда я еду, еще не был, так что все будет для меня тоже первый раз. Заодно буду все снимать и показывать, что да как. Обещают погоду там сегодня 37 градусов, не мороза, хотя это зима, а тепла. Здесь не знаю сколько, но думаю где-то градусов 20-22 сейчас ночью было. Днем не знаю сколько будет, может будет дождь, видите как вот. Даже обещали дожди, а потом похолодание. В той, может, завтра будет, послезавтра дождь. В общем, посмотрим. Будем смотреть все по месту и по движению. Так что поехали. Я на заправке заправился, полный бак. Заехали. Помыл стекла немного, насколько смог. Ну, попросил их, конечно, они только передние и задние моют, но на всякий случай. Проверили масло, проверили, так сказать, воду, другие жидкости посмотрели, тормозные, гидравлические, все такое. Одним словом, готовы к выезду отсюда. Сейчас это вот после этого полные баки заправлены, будем шуровать. Здесь, наверное, будет дождь. Я в дороге, Иван меня уже обогнал, хотя он поехал после меня, но я видел, только что проехал. Смотрите, ветер поднимается. Я остановился на минутку при дороге показать, что у нас тут полно продаются региональных продуктов при дороге. Смотрите, к примеру, везде их полно. Но вот, к примеру, я тут остановился после Федерациона. До Споруно продают апельсины, мандарины и что тут апельсины в основном вообще по этому самому, по ящиками. То есть, понятно, мне сейчас не надо ящики, не сетки эти, но это очень дешево. Если кто едет, может купить такие вот себе штуки в дороге. Просто чтобы знали, что тут местные продают вот мед, апельсины, вот это все прямо кучами. Вот сейчас ради прикола спросим. Оля, а quanto está naranja? 350 y 400. Ага. Это 400 песо мешок. Это у нас апельсин, он ближе, чтобы кушать. И мандарины, вот ящик 350 за ящик песо. Так, смотрите, что еще можно купить в дороге. Очень классные Парижи, мангалы всевозможные. Мы называем Парижи, но в принципе это мангалы, да. Вот, готовить поросенка, вот такие печки всевозможные. Дорого, конечно, стоит весь этот металл, но в принципе наборы для подарка, для себя, для пользовать, вот это распаливать эти самые дрова, еще потом уголь падал. Очень даже классные, смотрите. Целые наборы такого оригинальных их изделий, потому что, ну, а чем им еще заниматься, как не вот это все продавать. Видите, так что, так как у нас в Аргентине любят готовить мясо всевозможное и все, они вот продают вот эти вот штуки. Это тоже ставится прямо на костер, на ножках, 4500. Такая кастрюля, и в ней потом готовят. Но перед этим надо раскалить масло несколько раз, чтобы оно прокипятить, чтобы оно в металл вошло, тогда оно не будет пригорать и все. Это вот такие, видите, дрова, допустим, на мангал, потом падает жар, когда дрова прогорают. Очень такие интересные. То есть такой магазинчик региональных продуктов, очень даже классный. Вот.
Он мне пытался ящик этих наранка сдать, ну, в смысле всучить. Я сказал, что мне никак оно не нужно. Так что, ну, в принципе, чтобы вы знали, можно вот такие вот местах останавливайтесь довольно дешево. Смотрите, тут в середине мед продается, масло подсолнечное. То есть все, что хочешь. Muchísimas gracias, чао. Так что, вот, написано даже мандарина и наранха, кахон 350. То есть ящик 350 песо всего-навсего. Наберете себе мандарин или там этих апельсин. Это, ну, недорого совсем в этих краях. А мы поедем, потому что дождик может собраться. Здесь есть очень интересное место по дороге, называется колония Лемана. Я давно хотел подъехать еще раз, но был только один раз в ней. И, конечно, можно заехать в сами домики и все село, но мы посетим их магазин при дороге. Вон там он находится. Сейчас мы тут где-то постараемся развернуться и заехать к ним. Итак, я остановился в колонии Алемана, называется. Здесь поселок вообще, где в основном, ну, как бы я понимаю, немцы живут, и, соответственно, немецкая колония. Смотрите, при дороге он находится вот так вот. Тут грех не остановиться, чтобы просто посмотреть все, что они делают. Это вот у них тут региональные продукты их колонии немецкой. Смотрите, кто не понял, что такое колония Алемана, это немецкая колония. Туристы вот останавливаются все и заходят сюда. То есть поселение их, что ли. Там есть само поселение, но тут у них при дороге как бы их торги, что ли. Вот, смотрите. И музеи, можно купить их продукцию, которую они выпускают, всевозможную. Довольно тут крутенько так. Как вам такое вот все? Очень даже нормально, смотрите. Какие там национальные, это понятно. Вот. Викинги такие. В середине магазин, где можно всякие их изготовленные сыры, колбасы, и все, что только можно посмотреть. То есть тут как выставочный зал всей их колонии. Ну вот, надо что-то такое сделать и другим национальностям там. Кто пришел, здесь все было их. Смотрите, качели какие их, видите? Ла Лемана, Entre Ríos, вот. В провинции Entre Ríos они находятся, по дороге на Катараты. Так что если мимо проезжаете, заходите, посмотрите, покушайте, купите какие-нибудь продукцию. Я думаю, это будет забавно. Заодно остановка такая, когда едешь на Катараты, дорога длинная, и все такие вот остановки, как Пальмар, парк, как вот эта колония Алемана, очень даже полезные, интересные для того, чтобы для тех, кто занимается туризмом, да? Нет, они маты пьют, а не пиво при дороге. Buenas. Так, зайдем в их магазин, посмотрим. Оля, buen día. Так, сейчас глянем, что тут продается все. ¿Se puede? ¿Se puede filmar? Да. Так, смотрите, тут все возможные есть и печеньки, и дульсы, и другие штучки. Мне вообще здесь копчености нравятся. Вина с их производства, видите? Кстати, надо одну взять будет. Вино и недорого, 218. Надо будет дорогу себе одну взять потом. Dejo acá después. Так, уже мы, видите, начинаем потрошку. Этот самый даже. Esto sale 218, ¿no? Dice ahí. ¿Cuánto está? 218. ¿Te dice ahí? Hola. Ajá, ahí subió. A ver, solo para tener una idea. ¿Sí? 219. Bueno, una más ahora dejo. Dale. Так, 219 песо. Вино сделанное здесь. Я возьму себе несколько. No, voy a llevar 3 porque viaje largo. Gracias.
Ой, ну так, 3 вина возьму, там домашнее, смотрите, сальцо, колбаску всевозможные, очень классный магазинчик, мне явно нравится такой. Копчености, вот мне немецкие копчености, это просто шик. Гляньте, ну чем не магазин вам такой хороший, придорожный, да? Гляньте, вот всевозможные колбасы делают, то есть люди трудятся, честно говоря. Вот. Все это они делают в своей колонии, даже и не подумать. Тут, по-моему, больше делается, чем во всей Аргентине. И специи всякие, смотрите. Только я не знаю, какие тут специи, ну, как бы, что в них находится, потому не буду брать, потому что не знаю точно, что в них, как бы, находится. А то возьмешь, а тут не то будет. А так, и у меня еще, не знаю, сколько дней, даже я кататься буду, так что колбас тоже пока что брать не буду. Но довольно неплохо тут все. Смотрите, сколько региональных продуктов всевозможных находится у них здесь. Так. Пороемся по полкам, понышкаемся. Народ покупает, останавливается. Это прикольно. Так. Сейчас мы снимаем, потом надо будет еще что-то взять. Так, смотрите, чего тут у нас? Так, эскабече. Эскабече это типа тушеночки всевозможные, да, маслины. А ну-ка, эскабече чего-нибудь вкусненького какого-то есть? Чего? Вискача, эскабече де вискача. Сколько интересно стоит вискача? Вискача это такая типа шиншилла. Сейчас мы очки переоденем и будем лучше видеть. Так. Угу. Всевозможные их закатки. Ну, закатки это не очень. А вот если какого-то меда найдем интересно, то может мы возьмем. И видите, везде продукция алемана, вот этой колонии. То есть они сами масла, вина, колбасы. Ну все шурует, что только хочешь. Это какие-то ликеры, не пойму только какие. Ликер де ува. То есть ликер с этих самых, ну в общем ликеры. Виноградные, всевозможные. Что тут только нет этой колонии. А с этой стороны чего у нас присутствует? Пиво всевозможные, варенье, мармелады, фрутижа, то есть клубника. Какое-нибудь клубничное. Что тут еще есть? Так, мармелада, фрутос рохос, мармелад из красных ягод. Так, а это у нас чего? Не смородина случайно? Арандано. Арандано, мармелад з арандано есть. Якби была смородина, вот бы и я Свету порадовал. Так, ну, сейчас мы, блин, поищем. Нет ли тут какой-нибудь такой мармелады интересной. Так, фрутос рохос. Фрамбуеса надо. Не фрамбуеса, фрамбуеса это малина. Как же смородина-то называется. Придется искать по этому самому. Так, мармелада де арандонос и фрутижас. Арандонос не оно. Так, ну вот эту мы, наверное, все равно возьмем мармеладку. Вот что-то надо с алеманских этих привезти. Малинку можно взять. Так, малинку мы возьмем с этим. Сейчас. А это что? Тоже арандано. Арандано. Вот, что-то по фрутос дель боске. Ну, наверное, мы вот эти трошки сладостей надо домой привезти. Значит, возьмем мы вот эти вот сладости. Сначала отнесем на кассу, поставим им. Потом
Так, что тут еще такого? Вкусняшки какие-нибудь? Альфахоры, они у меня подохнут. Вот вам, пожалуйста, зефир. Нет, это альфахор. Я уже, подумал, что тут прямо зефир продают. Так. Как называется? Сейчас Свете позвоню. Трошки прикупился. Сейчас еще чуток покажу магазин и поеду дальше. Смотрите, меха раздувать что-нибудь, огонь. Знаете, когда мангалы раздувать, меха такие. Вот они. Я купил меда, немножко варений. В общем, 4 баночки для моих сладкоежек. Хотя они уже почти не сладкоежки, то есть тоже оберегаются. И себе взял 3 вина органичного. Даже удочки какие-то продаются. Не знаю, сколько эти удочки стоят. Но я вам просто покажу их продукцию. И больше ничего. И поеду уже дальше продолжать. Но, в общем, вы поняли сам смысл этого всего дела. Так, только что остановила полицейская, поспрашивала, откуда, куда, зачем и все такое. Но никаких документов не проверяла. Узнала, что я делаю видео и рыбальский, и туризм. Так что сказала, что вообще хочет сфотографироваться со мной. И типа говорит, скажешь всем, что полиция у нас дуже, это самое, любезная, типа. Я говорю, обязательно, обязательно. Вот. Так что скажем, любезная у нас полиция. Мы сказали. Она меня, так сказать, хотела сфоткаться и поехали дальше. Ребятки, я честно скажу, даже не знаю, я уже в Корриентесе или еще в Энтре-Риосе, но везде вот начинаются такие леса вот этих эвкалиптов высоких. Знаете, я рассказывал про такие эвкалипты, там их тоже выращивали специально для того, чтобы продавать. Говорят, они вот, видите, везут вот стволы этих эвкалиптов. Говорят, вот, что они очень ценные, эти стволы этих эвкалиптов, что там их структура одинаковая, и они растут вот так доверху, стройными не гнутся. И этот самый, вот везде вот здесь леса вот этих эвкалиптов. Они вот как начались оттуда, от Конкордии, ну как, не оттуда они начались, леса имеют, но там нам рассказали про эти эвкалипты. И здесь вот можно хорошо рассмотреть, что это за эвкалипты. Вот идет вырубка, вывоз этих эвкалиптов, сажают новые, смотрите, видите? Вот это коммерцию делает, то есть это самое, оно на продажу, вот эти эвкалипты. Тут целые леса этих эвкалиптов. día. Todo eso, pero más que eso no. A mí el gremio nomás es el que va a hablar ahí, ¿viste? Eso va a tener que solucionar eso. En un momento, si descuentan por un lado, después van a tener que pedir por el otro. Muchas gracias.
Поехали. Так, мне показывает, что я должен с этой дороги через сколько там, через 13 или 12 километров сворачивать. А здесь были уже плакаты, что, ну как бы знаки, что осталось до Посадос. Посадос это уже про Миссионес, провинция, которая очень красивая, все, но нет рыбалки сейчас. В начале 400 километров остается. То есть, в принципе, но первое начально было, что мы в Миссионес хотели ехать, но потом там просто нет рыбалки, запрет полный на рыбалку, даже нельзя рыбачить, не то что это, там очень насчет природы берегут. И мы отказались от этой идеи, так что будем сворачивать на другую, переезжать в другую провинцию, как говорят, в Корриентес, 5-10, но не поедем в Миссионес. Но не так уже далеко, мне в принципе, видите, до Миссионеса. А в Миссионесе переехал, провинция маленькая совсем, и там уже Бразилия, Парагвай, вот это все хозяйство, так что... Ну, сейчас я дома нахожусь, написано 653 километра. Сейчас от дома 653, туда, куда я еду, мне осталось еще 210, 208. Вот, то есть получится мне в одну сторону 800 километров. Ну, в принципе, мне нравится путешествовать, я всегда об этом рассказывал, что мне очень нравится вот ездить в машине, рулить, останавливаться, снимать по дороге. Меня это, ну как, мне это нравится, скажем честно. Соответственно, я этой дорогой вот еду, наслаждаюсь. Я даже в таких путешествиях никогда особо не превышаю 100, 110, хоть тут можно и 120 ехать. По одной простой причине, что я хочу рассматривать, снимать, останавливаться. Я не хочу, как бы, никуда не спешишь. То есть полный расслабон такой, дорожную музыку слушать и расслабляться. Вон, видите, эти там форды обгоняют меня, и 5-10, а я на слабон. Расслабон. Сколько там? 104 показывает километров в час еду. Ну, бывает 110, 120, но не превышаю. Но вот природа здесь пока вот такая, и пока так и будет, дальше жизнь покажет. Вот такие небольшие деревья, по-моему, это уже мы в Корриентесе, потому что раньше меня Корриентес, провинция, ассоциировалась вот с такими вот деревцами, как бы не лесами, а такими вот. И посмотрим дальше, что будет. Вот уже много времени вот такая дорога. Я остановился специально немножко без тряски вам показать. Это то, что у меня и раньше, когда ездил на катараты, ассоциировалось. Горячий ветер, ветер и северный. У нас это горячий ветер, северный ветер. Природа вот такая. Вот смотрите. Вот такое. Кони, коровы пасутся. Вот такие одинокие деревья стоят, невысокие. Вон овцы бегают. Справа, слева. Кто-то живет, к примеру, в каком-то кампу. То есть ничего сверхъестественного пока не происходит. Как будет дальше, дальше покажу. Но на данный момент вы вот посмотрите. Это то, что у меня всегда ассоциировалось с такой дорогой. Я говорил, как-то рассказывал, что когда едешь на этот самый, на катараты, на водопады, то вот пока не доедешь до Миссионеса, вот такое все, вот такого стиля. Чуть-чуть менялись были эти эвкалипты, и там в этом самом я показывал там. Так что все, едем дальше. Мне скоро сворачивать с этой руты, осталось 400 километров до этого, до Миссионеса. Что-то я даже с ХПС-кой со своей приблудил. Теперь на одном развилке остановился спросить, где дорога. Тут такая развилка, фиг поймешь, туда мне ехать или туда мне ехать. На Корриентес туда, но я же не в сам Корриентес. Пойду поспрашиваю. Здесь самоделки не продают всякие штучки. Поспрашиваю, куда ехать. Hola. Una pregunta. Me perdí un poco. Para Goya, ¿dónde voy? Goya, Sí. derecho. Ah, derecho, no es por acá, ¿no? No, señor, no. Ah, bueno, perdí un poco, por eso quería preguntar. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Puedo filmar cómo haces esto? Mira qué lindo. Hermoso.
Qué hermoso trabajo. Muchas gracias. Так, значит, я ехал правильно. Что-то я тут был, засомневался. Вот, значит, разворачиваемся и прям дальше, куда показано на этом самом. На Корриентес. Корриентес туда, прямо. Итак, я уже съехал с дороги. Это, да, это дорога на Корриентес. Остановился, потому что жарище, надо покушать немного. Обед сделать, привал сделать. То есть чисто для привала остановился. Так, хотел показать немножко, как изменилась дорога. Смотрите. Ну, вот такой пейзаж, где около сотни километров идет. Вот. Пустынная дорога. То есть, конечно, транспорт, все, но редко. Вот я обогнал один грузовик, вон один грузовик впереди идет, ну пока встречных не видно, ну потом появится какой-нибудь, ну в общем мало, загрузка этой трассы мало, хоть она и с двусторонним движением узкая, но в принципе достаточно. Он появился какой-то встречный, одним словом хотел показать, чтобы ориентировались, какой это Корриентес. Вон там грузовик встречный идет, сейчас мы, как говорят, все пропустим, потом поедем дальше. Даже не хочу выходить на улицу, там такой ветер дует, но смотрите, типичный Корриентес. Вот, природа провинции Корриентес, гляньте. У меня есть моя маска там лежит, но это на случай встречи с полицейскими надо одевать, а так, вот гляньте. И вот я уже рута провинциальная номер 24 свернул, одну машину видел пока что. Рута чистая, дорога в смысле, дорога номер 24, это провинции дорога, провинциальная. Ну, чистая, нормальная, никаких этих самых, но никто по ней не ездит вообще. Может, это в будний день не ездят, сегодня четверг, может, в выходной кто поедет. Ну, одну машину встретил. И сильный ветер, потому что пустыня, извиняюсь за выражение. То есть как лесов нету и разгоняется, вот там какие-то есть кусочки леса. Но это кусочки. А так вот такого стиля. Видите? Вон машина какая-то появилась. Коровки и все в таком духе. Так что нормально. Вот такие дороги ориентиры мне нравятся. Когда ты едешь и, так сказать, 200 километров, 300 километров нет ни одного поселка. Когда от горизонта до горизонта нет ни одной машины. Какая-то алыча растет. Вот посмотрите. Ветер, правда, но посмотрите. Хочешь, можешь полежать здесь на дороге. То есть совершенно по барабану. Наверное, тут леса горели или что, траву, наверное, выпаливали. Вон, гляньте. Просторы, просторы родной Аргентины. И какие-то то ли цветы, то ли ягоды. Вот. Мне осталось еще 100 километров. Стал подышать свежим воздухом. Что это вообще такое растет? Чит. Цветы. Деревья цветут. Смотрите. Видите? Середина зимы. Колючки какие, это с колючками, это колючки цветут. С той стороны вообще, я думал, ягоды издалека. Нет, это вот эти колючки уже зацветают. Вон они уже как цветут там хорошо. Видите? Это мое любимое, как говорят. И ветер жаркий, то есть где-то, ну, ветер гонит такой, знаете, как бы жаркий-жаркий, то есть жару гонит. Больше 30-35 может градусов. Потому что обещали там по прогнозу 37. Ну пускай чувствуется на 30 хороших. Но именно теплый, жаркий ветер. Ладно, поеду. Устраиваться еще сегодня надо где-то. Последние 70 километров с такими выбоинами. Приходится ехать медленно. Честно говоря. Собачек надо не давить. Смотрите, видите, вот. О, гоняет, язык высолопило, жарко ей. Так что тут третья, четвертая, только так. Вот такая дорога. Я давно уже такой дороги не встречал, но это видно между селами каким-то. Чтобы были ямы, там все, уже привык везде, там 120, 120, 120, а теперь 60, 70, вот такие вот, видите.
Там вначале были еще засыпанные, а здесь уже даже и не засыпанные есть. Но все равно, честно говоря, на 4 ехать можно, то есть не все прямо выбоины, но появляется. Но разгоняться нельзя. Видите, вот, к примеру, сейчас нет никаких выбоин, но потом может появиться какая-нибудь выбоинка. Соответственно, если вы будете идти 120, то, конечно, колеса будут летать. Так что вот так учтите. Но пока что, так как говорят, почти машин нет. Пару грузовиков что-то видел, местный какой-то проехал. Вот там собака пробежала, вот пару человек идет. Видите? Вот, то есть тут такое все. Редко в жизни бывает. Вот выбоина, видите, можно объехать. Вот. Раз. Ну, жарище. На улице жара. Вообще, у меня тут кондиционер на полную в машине включен, потому что жарище. Вот. Все цветет. Вот, надо периодически смотреть за этими штучками, типа выбоин, вот такие. Объезжать. Все цветет, все, ну вот лето-летом. Честно говоря, если бы я не знал, что на календаре зима, я бы думал, что сейчас лето. Ну или хотя бы уже крутая весна. О, село на горизонте. Это уже километров 200, наверное, как я не видел никакого селения. Одиночные домики, как кто фермеров видел, ну а так вот, чтобы прямо табличка, что тут село существует, то уже километров 200 не встречал ничего такого. Вон там люди идут по трассе, смотрите, значит у них, наверное, есть магазинчик какой-то. Домики еще те, хиленькие совсем. Ну, люди живут, вон киоски какие написано, то есть что продают в киоске. Лошади, вон 2 пешехода и 1 мотоцикл. Так, и одна ямка. Тык-тык-тык. Ну вот, зато бизнес, вон на колесе написано Гомерия, то есть эти, которые колеса ремонтируют. Видите, они уже, чтобы знали, кто тут на ямках особо попрыгал. Ну такое. Стараюсь медленно ехать, чтобы вам показать. Апельсины. И прямо вот жаркий ветер задувает в машину, просто капец. Ну, что не сделаешь, потерпим. Так, не туда, ага, сюда сворачивать написано. Ладно, давайте, чтобы я не прозевал, то мне написано 140 метров, брать на разбивке в эту сторону. Так, вот сюда показывает сжать. А то я сейчас уеду не туда, куда надо. Даже медицина существует в поселке, я вижу скорую помощь, еще грузовик, еще 2 мотоцикла. Если будет магазин, надо зайти еще воды купить. Хотя, думаю, в том городке, где мы едем, тоже магазины существуют. Фиг его знает. Так, тут этот переехал мне прямо перед носом, даже не пропускает. То есть местный народ ездит как хочет, и на все это глубоко. С большой горы, вот с этой вот горы плевать там кого кто должен пропускать. Ему туда надо, он туда поехал. Вот медпункт. Смотрите, больница, госпиталь. Видите, даже медичка там он загорает, я видел, стоит, никого нету в медпункте. И одна скорая помощь. Но все-таки местный народ больше на мотоциклах, я вижу, тут разъезжает. Впереди меня тоже тетеньки на мотоциклах гонят. Ладно, посмотрели, хватит. Теперь я буду выключать камеру и немножко разгоняться. Бо мне еще ехать 70 километров. Надо бы туда доехать, чтобы где-то устроиться. Сейчас раздеваться будет, гляньте. Нет, только загорать.
А я думал, прямо, блин, разденется. Одна тетенька с другой тетенькой поехала. О, самолет, самолет, самолет. Смотрите, там был самолет. То есть тут полная цивилизация. Надеюсь, что не аэропорт, а просто самолет. Провинция Корриентес. Мы в Корриентесе гуляем. Я сам здесь не был еще никогда, потому все так эмоционально рассказываю. Так, еще раз остановился показать вам. Здесь начали вот такие вот поля. То есть одинокие пальмы стоят. И уже долго еду, и эти одинокие пальмы, я думал, маленький участок, а нет. Вон машина одна. Дорога снова пошла хорошая, то есть уже можно разгоняться. С той стороны тоже пальмы, кусты какие-то, видите. Ну, это вот единственная машина прошарашила, и больше никого. И тоже, смотрите, пальмы, кусты, и там коровы в середине еще пасутся. И вот уже тоже долго такая вот местность, видите, одинокие пальмы. Маленькие деревья и сушь. Сухо, сухо и горячий воздух. Вот, видно даже как сухо, да? Вон, видите? Трава сухая стоит. Так, себя надо показать. Вот, видите, жарко, жарко. Ладно, дальше едем. Круто. Дорога, никого. У нас же каждая провинция свои законы, свои привычки, свои губернаторы и все остальное, да? То есть у нас же федерация. Вот в Корриентесе еду, нигде никогда такого не встречал. Уже 4-я машина. Во-первых, ездят не выключенные фары у них, это меня прямо удивляет. А во-вторых, потом мигают тебе, и ты когда разминовываешься, они там руку приподнимают тебе, этот самый привет типа машут. То ли из-за того, что тут машин почти нету, то ли тут у них так принято, что грузовик, что другой проезжает, помахал типа тебе рукой, там помигал фарами. Я думал сначала, что это предупреждение каких-то полицейских, оказывается, нет, просто. Теперь еще, что тут отличает от провинции Буэнос-Айреса, во всяком случае, я заметил. Обратите внимание на мое стекло. Сколько мошек разбилось. Я уже 2 или 3 раза мыл стекло переднее. Я последние годы начал замечать, что в провинции Буэнос-Айреса едешь на море, мошки не разбиваются об стекло. Их уже настолько вытроили, что там нету мошек. Нету комаров, мошек. А здесь есть. Вон они, прямо в лобовое стекло разбивается. Это, в принципе, показатель того, что здесь их не травили. Что здесь есть комары, мошки. Летают бабочки, вот только что, вон, видите, около этого самого, ну, летние эти бабочки обычные. Пыль всякую, пыльцу носит. Одним словом, дорога такая, но есть мошки. Вон орел, по-моему, сидит там какой-то на трассе у меня на дороге. Смотрим, орел, не орел, взлетит орел, кого-то клевал, видите, слетел. Какую-то лису сбили, и он там клевал, сидел, этот орел. То есть таких тоже перебегающих животных много, и даже знаки были, что там типа животные могут тут переходить. И лис этих, наверное, 2 или 3 я уже встречал, которые просто каким-то грузовиком смахнули ночью, наверное. Одним словом, вот, видите, то есть тут как-то уже живности побольше, что ли. Вот. Так что надо быть очень внимательным на дороге. В плане того внимательным, чтобы в любой момент может какая-то лиса выскочить, еще что-нибудь. Езжаю какую-то реку по мосту, не знаю какую, но довольно классная. Может даже здесь рыба водится. Может даже здесь есть рыбаки. Интересно было бы посмотреть, есть или нет. Что это за река, смотрите. Вот. Сейчас мы все тут изведаем, остановимся и сделаем маленькую разведку этого места. Так, ребята, я остановился около реки, которую переезжал. Не знаю, как называется река эта, но смотрите, тут рыбаки, в общем, свои лагеря пробивают. Смотрите, какая река. Сейчас никого.
Там есть какие-то две машины, но я не знаю, рыбаки это или нет. И там еще, по-моему, то ли залив, то ли отлив, еще реки входит в эту реку. Ну, в общем, написано, что, пожалуйста, не свои эти самые места не засоряйте, но видно, что рыбалка разрешена. И чем отличается, никогда в провинции Буэнос-Айреса не увидишь апельсинов. А здесь, видите, на мусорят, ну, в общем, как всегда, то есть, ну, меньше даже мусорят. То есть вино, пиво и апельсины. Вот в чем прикол. То есть тут любят в Корриентесе апельсины, или тут клюет на апельсины. Надо бы узнать, что это за река и как здесь рыбачить. Но в принципе закинуть можно просто круто в эту речку. С этой высоты можно зашвырнуть удочку. Гляньте. Вот я. Жарище больше и больше становится. Сейчас подъеду к тем машинам, поспрашиваю, если это рыбаки, если это не эти самые, не какие-нибудь любовники. А если это рыбаки, поспрашиваю, что клюет и на что. Так, въехал я в городок Гожа, называется. Знаете, что самое крутое здесь было? Это при въезде мне моя одна GPS показала налево, и там типа улочка. Я туда поехал, а там все улочки перерыли трактором, специально засыпали, чтобы не было въезда в этот городок. Потом включил Google Maps, Google карты, оно показало поехать направо, и там типа улочка. Я поехал туда, там перерыли и позакрывали все. Так что оставили один въезд через полицию, через полицейский пост, который ничего не проверяет, просто поднимает руку, машет вам привет, блин, ты проезжаешь. Один в городок. И вот я уже съездил направо, налево, и все улочки въезда в городок с трассы этот закопали трактором типа этим самым, наверное, из-за пандемии, чтобы как-то можно было потом проверять. Перекопали, засыпали буграми, и все, и не въедешь. Так что все, ехал по центральной улице, теперь буду уже дальше смотреть, где. Буду искать, где мои товарищи, и где эти места, куда мне где устроиться. Так что вот так. Городок оккупировали прямо в осаде какой-то. Так, девчата, такой не выскакивайте перед самым носом, блин. Корриентесе, девочки, как будут называться? Потому что там Киев, киевлянки, там Кривой Рог, криворожцы, и как они там называются. Ну, шучу я вот словом. То есть всегда так как бы называют, но в Корриентесе как. Так, это вот у них так принято, постояли и на красный поехали, или я что-то недопонимаю здесь в этом вопросе. Смотрите, постоял мотоцикл, потом взял и поехал. А этот показывает красный. То есть, ну тут в каждой провинции свои законы. Итак, я думаю, я около реки для рыбалки. Это уже должна быть Парана. Еще уточним потом. Я уже задолбался здесь кружлять, найти, как заехать до того места, куда мне надо. Все перерывали из-за ковида, и надо везде что-то куда-то менять. Фиг заедешь. Все на мотоциклах, прямо какой-то рай мотоцикловый. Теперь надо найти нормальное место для жилья. Сейчас буду искать по этим. Уже 5 улиц перерытых объезжал с места на место. Наконец-то выехал вот на эту набережную. Вдоль этой набережной буду искать места. Но в принципе вот она, Парана. Но здесь, правда, не порыбачишь, не подымешь. Надо, если даже с удочки, то тоже где-то что-то прикинуть. Так, смотрим. Вот засада. Гаучи местные. Аля. Так, приехали мы в это место, куда собирались. Вот оно. Хозяина нету, есть какой-то, который, то ли акцент у них такой, тут то ли на парагвайца похожий, который тут живет в этой халупинке там и охраняет это место. Дальше 3 домика нам ни черта не понравилось. Хотя все рекомендовали, все, но мне не понравилось. Во-первых, 4500, во-вторых, их только 3 домика, а во-вторых, они как казармы. То есть, заходишь в середину, я уже входил без камеры, заходишь в середину, там получается так. Один только более-менее, который имеет 2 комнатки, маленький. А большие 2, так они этот самый. Они заходишь, и общая хата такая, как сарай, и стоят 6 коек вдоль одной стенки, 6 коек вдоль другой стенки. То есть там, да, 12 человек, но это как, не знаю, переспать, как в армии, в казарме, там типа 12 человек ляжет в одной комнате, каждый на свою кровать, называется, блин. Снять кабаню за 4500, ну это большая, даже больше стоит, а маленькая 4,5.
чтобы вот так вот, ну то есть и нифига тут даже, вот я там жил в другом месте, там хоть приятно было, вышел, посидел, а тут прямо ну какая-то рыболовная казарма. Так что сейчас мы еще посмотрим. Больше всего, что мы тут не будем оставаться, больше всего, что мы сейчас найдем что-нибудь более интересное. Вот. Так что, ребята, жизнь покажет. Может, мы сейчас съедем отсюда вообще. Нифига, хочется, если уже платить, так чтобы тебе хотя бы нравилось, а не как попало или бы что-то. Ладненько, покажу, что дальше будет. Сейчас поеду еще одни посмотрю кабани, а потом это самое. Если не найду ничего подходящего, то все. Поедем в другой городок. Так, по-моему, я останусь вот здесь. Называется Refugio del Rio Cabañas. И тут для таких, как я, в принципе, найдется. Итак, народ, я устроился. Немного устроился. Приехал туда, мне не понравилось. Тем более сказали, что один живешь, что 5 человек одинаково. 3 платишь за всех. То есть 4,60 самое дешевое. 4600 песо самое дешевое жилье. В одной кабане, которая мне нифига не понравилась. Неуютно совсем. И вот я нашел другое. Иван поехал жить в отель. Он тут не захотел. Ну не то, что он не захотел, он и не видел. А потом уже устал, уже снял отель. А я снял здесь. Вот такие комнатки есть. Смотрите. Значит, дворик. Вот там такой коридор с комнатами. Вот коридор с комнатами. Но самое интересное. Вот смотрите, что я вам покажу. Самое интересное, что здесь река. Вот, что здесь река. Сейчас будет закат. Это река Парана, на которой мы собрались завтра рыбачить. Мы уже договорились насчет рыбалки. Завтра в 7:45 мы должны быть на месте, откуда лодка отплывает. И смотрите. Видите? Закат красный. Жарко. Вот. Вот такое место. Вот такое место. Я снял комнатку здесь. Вот. Тихо, спокойно, народу мало. Тут, в принципе, из этих вот 4 занята одна была, и я занял вторую. Здесь есть такая общая, как бы столовая или что-то такое, смотрите, которой можно пользоваться. То есть и цена приемлемая. То есть с человека, с одного за комнату 1000. Если без завтрака, если с завтраком вот здесь, то 1200 в день. Это вообще приемлемо. И там меня минимально сказали 4600. Здесь 1200 с завтраками. Вот, можно самому готовить здесь. Вот, хотим посидеть, берешь вот здесь стульчики, все такое. Вот они сказали, хотите готовить, пожалуйста, вот сюда приходите, готовите. Смотрите, есть печь, есть плита. Есть Парижи здесь, вот эти вот, я не знаю, как свет включается, где он, наверное, где-то здесь. Я еще не освоился, я еще только пришел. Вот, Парижи даже свет включается, смотрите, подсвечивается. Мангалы. Холодильник. Ну, это общий такой зал. Но с видом на реку. Видите, вон там река, закат. Вот. Тут телек общий, потому что телека вот в комнате нет. Ну, понятно, потому и комнаты дешевле. Но мне телек как-то до лампочки. Я там жил с телеком совсем подряд. Я им не пользовался. Пойдем. Зато, что еще у меня тут есть, смотрите, собаку надо запустить. Собака, заходи. Давай, заходи. Гони. Так. Открываешь дверки, спускаешься сюда. И вон там становишься и рыбу ловишь. Прямо под балконом своим, смотрите. Закидываем и ловим. Все, что хотим. Так что сегодня сильно уставший, уже не могу. Завтра едем на рыбалку всем. В 8 утра уже выезжает лодка. В 7:45 надо быть там около лодки. И до вечера, до заката, до 7 часов. Соответственно, тоже не буду. А послезавтра, может, с утра и заброшусь. Смотрите, вот такие. Сначала мне вот эту угловую предложили, потом я что-то не помню, что мне не так. Я показалось, что лучше взять другую. И я вот вместо этой угловой, хотя эта угловая тоже очень хорошая, с видом сюда, здесь можно было открывать окно и прямо с окна зашвыривать. Смотрите, с угловой надо было брать. Но сейчас уже морочить им голову. Можно было бы рыбачить прямо вот. Клевало бы, и вот тут удочки поставил.
забросил и все. Или вот отсюда забрасывать, с террасы. Ну, одним словом, лови рыбу не хочу. Моя комната 4-я. Есть Wi-Fi. Мне кажется, немножко лучше было. Во всяком случае, не так, что совсем уж никак. Вот. Смотрите, моя комната такая. Вот это. Единственное, что надо ключ все время иметь в кармане, иначе защелкивается. И я еще даже не знаю, свет тут существует. Да, существует свет. Хорошо, даже, наверное, существует вентилятор. И может он даже работает, если покрутить что-то. Ну, в общем, надо разбираться с этим делом. О, крутится. Смотрите. Видите? То есть вентилятор работает, высокие потолки. Так говорю, как будто оно мне надо. Высокие они, маленькие. Мне главное, вот, свет есть? Есть. Значит, тут у меня 2 таких стульчика. Здесь у меня шар для гадания светится. Здесь палочка, чтобы трубки, ой, не трубки, а палочки ставить, чтобы дымучки такие. Вон закат у меня. Видите, солнце. Больно. Так, осматриваем дальше. Здесь такая пародия кухоньки. Sí, ahora. Hola. Hola. Yo me voy a hacer unas compras porque voy al súper y vuelo, no queda nadie. Le dejo por las dudas anotado el número de teléfono. Bueno, muchas gracias. Por si necesita algo, ayuda, bueno. Видите, хозяйка пошла что-то купить, и, кажется, не будет никого, на всякий случай, я тебе номер телефона свой оставлю. Так, ладно. Прицепим ее сюда. Где-нибудь, сюда положим. У меня тут уже один прицепленный был, он оторвался, надо его положить. Значит, кухонька такая, холодильничек существует. Уж другой вопрос, какой там тот холодильник, но я воду положил, он морозит, все такое. Вот. Для одного человека, для туриста, рыбака вполне достаточно. Смотрим дальше. Здесь типа такая кладовка, можно тут поставить свои рыболовные сумки, положить. Вот тут висят какие-то, в общем, полки, видите, тут есть одеяло, полотенце, туалетная бумажка, даже какие-то то ли шампуни, то ли что, ну не знаю, что-то есть. Одним словом, есть это. Туалет существует, присутствует. И душ присутствует. Вон душик за шторкой. Тоже присутствует. Присутствует вода. Я присутствую. Привет. Вот, идем дальше. И вот тут у меня такая будет спаленка. Единственное, что защелка, она не поломанная. Была, я им сказал. Они сказали, ну сегодня мы уже не поремонтируем. Но клянутся, что тут настолько все круто, что тут ничего не может случиться. Так что, говорит, не переживай, тут никто к тебе ничего не стащит. Так, света я вижу нет. Надо будет им сказать, бо света нет. Хотя присутствуют лампочки, наверное, у них свет есть. О, в этих есть, мне больше не надо. Зачем мне в спальне много света? Вот смотрите, есть 2 кровати, то есть обе для меня. Хочу сплю там, хочу сплю там. Вот, и с видом тоже вот эти раздвижные окна. Вон защелка поломана. Вот. Ну, мы крутые. Мы сразу берем отвертку свою, достаем, забиваем между окнами, и они перестали двигаться, открываться, закрываться без вытянутой отвертки. Ну, мы ж простые люди, правильно? Мы доверяй да проверяй, мало ли. Доверяй, что все окей, но лучше загнать туда отвертку, и будет все окей. А в принципе отвертка вынимается, это окно открывается, и можете вообще скакать, выходить отсюда прямо или спать с открытыми окнами, с видом. Вон уже солнце село. Но только я не знаю насчет с открытыми окнами, потому что так как здесь река, здесь могут присутствовать куча комаров. Так, что тут еще повключать можно? Так, это что-то выключается или тоже лампочка? А, она выключена. А, она просто выключена с розетки. Так, включим ее в розетку, посмотрим, она работает или нет. А теперь, о, работает, смотрите. Достаточно для спаленки. О, кондиционер включился. Видите? Загудел. Кондиционер, еще какой-то кондиционер есть. Переносной. То есть тут жарище, сейчас за 30 градусов. Кондиционеры полезная штука очень.
Вот так, ребята, я устроился.